Меня так мама ляпнула как-то одну фразу, которую я не могу забыть, она очень дурацкая. Я сказала своей маме такую фразу на тему того, что «Мама, у меня нет любимой актрисы, у меня есть только любимый актер». И моя мама говорит мне такую фразу: «Это значит, что ты нормальная». И после, типа через 2 года я понимаю, что первая моя любовь — это девочка. Я вспоминаю эту фразу, потом мама мне закатывает скандалы на тему того, что вот, тебе все навязало общество, вот, все вокруг тебя виноваты, все из-за того, что ты с ними общаешься. И когда у тебя пубертатный период, и ты пытаешься принять себя, и ты сама не понимаешь, что происходит, потому что до меня доходило то, что я влюбилась где-то год. Я год осознавала то, что мне нравится девочка из моего класса, с которой каждый день общаюсь, которую каждый день вижу, и почему меня ёкает, почему меня перекалывает, почему я чувствую, что мое сердце бьется чаще, почему мне хочется ее рисовать, почему для меня ее глаза самые красивые. И ты этого не понимаешь. Да. А потом, когда тебя кидают в то, что типа ты не такая, тебе все навязано, и ты не знаешь, зачем и за что, почему. И ты ребенок, и тебе кажется, что это все правда, то, что тебе говорят, потому что родители — это твой авторитет. Да. Ну, все точно нормально. Прям точно нормально. Но это страшно думать, что это нормально. Это прям обязательно нормально. И самое интересное, что я поняла, что первый раз я влюблялась не тогда. В первый раз я влюблялась намного раньше. И это было в лагере. И это была девочка из моего отряда с красивыми рыжими волосами. Короткая стрижка, ярко-рыжие волосы, россыпь веснушек, зеленые мраморные глаза. У нее всегда пахло мандаринами. И она была таким солнечным человеком, которого мне всегда хотелось видеть. Я только потом с возрастом поняла, что это была влюбленность. Такая детская, наивная, но влюбленность. Мне хотелось с ней обниматься, я была рада ее видеть, она была мне очень приятная. Но мне тогда было сколько? Не знаю, 11? Мне было 11-10 лет. И как ты в таком возрасте, когда ты не знаешь, что такое секс, когда ты не знаешь, что такое любовь, понять это? Я только в 18 реально поняла, что я была влюблена тогда. Я боюсь одиночества. Я тоже. Может быть, еще сельзу. Прям страшно боюсь. Потому что никого... У меня нету страха, как конкретным людям, как бы, типа... Я, по идее, должна побояться остаться без мамы, без родителей, без определенных близких людей, но у меня нету того, чтобы я боялась потерять определенного человека. Я просто боюсь быть одна, потому что никто сейчас меня не знает по-настоящему, никто не знает меня той, кем я являюсь. Поэтому я просто боюсь быть одна. Мне не имеет значения, кто будет вокруг меня. Это большая проблема, потому что я иногда не перебираю людей. Я нахожусь в социуме, потому что мне нужно, грубо говоря, самоутвердиться. Того, что я есть, того, что я кому-то нужна. Ну, по сути, академия — это часть и есть большой маскарад, мы все одеваемся. Мы все находимся в красивых масках, в красивом театре. Мы все пытаемся выглядеть лучше, хуже, какими-то, но не до конца теми, кем мы есть. Потому что все люди искусства — театралы. Мне вот что больше интересно, это то, что... Мне кажется, что академия заканчивается. Будто... Ну, точнее, она заканчивается... Ощущение, будто умирает поколение, ради чего была сама академия, и то, в что я пришла. Да. Я не чувствую то, что я пришла в то место, в котором я была в прошлом году. Вот. Это было чувство компании, такой типа семьи. Ты там появляешься и ого. Оно пропало. Да.
У меня сейчас есть семья, в которой я нахожусь. Есть любимые люди. Возможно, это из-за лечения я сейчас не чувствую себя в семье. Возможно, из-за лечения я беспокоюсь сейчас за людей вокруг меня, которые страдают излишней эмпатией, я не хочу их расстраивать. Поэтому я стараюсь сосредоточиться на себе и на своем лечении. Я понимаю, что я сейчас пропадаю из кухни, которую я люблю. Я не знаю, типа... Я думаю, что это уже была потом, под конец, это была не влюбленность, это была моя депрессия, которая заставила меня зацикливаться на мыслях. Я просто каждый день жила вне сурка. Я с того момента начала... Хотя нет. У меня день сурка начался... Вообще, я поняла с психологической точки зрения, почему я была в него влюблена. Я начала впадать в день сурка. У меня началась депрессия после смерти дедушки. И был тем человеком, который в один момент внес разнообразие в мою жизнь, и я начала чувствовать то, что я живу. И он был первым молодым человеком, которого я подпустила к себе физически спустя очень много лет, потому что я после своего первого молодого человека очень сильно боюсь мужчин. Я это разбирала с психологом и первым парнем, которому я разрешила к себе притронуться спустя 4 года. Второй молодой человек в моей физическом плане. У меня от стресса начинает дергаться плечо и глаз. У меня от стресса тремор. Вообще сильный. Мы не должны были выжить. Вообще, исторически... Никто из нас. Все ментально нестабильные люди, по идее, уже должны были быть мертвые. Ну, да. Да. Если бы я жила раньше, я бы, скорее всего, была мертва уже где-то в 14. И я даже знаю, почему бы я умерла. Абьюз? Сексуального насилия. И физического. Физического? Там было физическое. Меня били. Пиздец. Родители? Нет, Бля. молодой человек. Бля. Меня били, меня сексуально домогались против моей воли, меня насиловали, и у меня был очень сильный моральный абьюз. Ёбаный рот. Поэтому если у меня кто-то спросит, почему я боюсь мужчин и почему я не доверяю людям, я вам могу в пример привести свои отношения. Нет, ты пиздец. В которые меня насильно запихнули. Из которых я не могла сбежать год. Из 2 лет. Пиздец. В маленьком возрасте. Подожди, ты до 16 в них была? Да. Кошмар. Я с 15 до 16 из них пыталась уйти. Это очень жестко. Я не представляю, как ты это... Мне кажется, ты этого не заслуживаешь, в целом никто этого не заслуживает. Этого никто не заслуживает. Как это? Это тяжело. Страшно. И когда ты ребенок, ты этого не понимаешь. И когда тебе говорят, что ты во всем виновата, ты... Думаешь, что все виноваты? Да. У тебя появляется жесткий комплекс вины. Поэтому я не считаю свое тело своим. В каком смысле? Я считаю, что мое тело ничего не достойно. Типа, это просто тело. Оно не мое. Это не мое достоинство. Это не моя часть. Это просто как вещь. Типа, поэтому мне не проблематично раздеться. Потому что мне плевать. Не потому что я себя люблю, а потому что мне плевать. Меня вроде бы защищали. Одновременно меня корили за то, что я слишком эмпатичная. То, что я хочу устаканить все вокруг себя. Я хочу, чтобы было спокойно, чтобы всем было комфортно, потому что от комфорта других людей зависит мой комфорт. Для того, чтобы мне было хорошо, чтобы всем было хорошо. Ну, это очень тяжело сделать. Я пыталась это сделать. Из-за этого я выгорала. Я сначала уделяла внимание девочке, которая была со мной,
А потом я выслушивала обиженного своего молодого человека, который был недоволен тем, что я ее успокаивала. И так происходило каждый раз. Ее нервное состояние не давало мне жить спокойно, потому что я чувствовала это нервное облако, я не могла ей не помочь, я должна была ее как-то успокоить, мне хотелось ее как бы сделать ей комфортное состояние, хотела, чтобы ей было хорошо, хотела, чтобы ей было хотя бы минимально комфортно. И потом каждый раз мой молодой человек с ней снова вступал в спор из-за посуды, из-за непомытой ложки, из-за недостаточно помытой тарелки, из-за незакрытых штор, из-за незащелкнутого... И они просто срались постоянно. Я старалась это все устаканить, и после этих отношений я сгорела намертво, и просто все мое состояние после сентября упало настолько сильно на дно, что я начала пить алкоголь, я начала в огромном количестве пить, я начала в огромном количестве тусить, мне уже стало на все так без разницы, я уже не чувствовала ничего. Я постоянно пыталась что-то почувствовать. И из-за этого я накосячила много за лето и накосячила много за сентябрь и за октябрь. А потом я впала в апатию, и мне стало уже на все пофиг, мне просто хотелось сдохнуть. Я не знаю, типа... Есть еще проблема то, что я не могу довериться до конца даже своему психотерапевту или психологу, потому что не большей части не в курсе до конца всего. Я не могу довериться людям, я просто им не доверяю. Психиатр мой — это единственный человек, которому я впервые доверилась среди всех врачей. Я ему доверяю, поэтому я не хочу менять психиатра. Возможно, я ему рано или поздно расскажу об этой проблеме, и мне друзья говорят то, что стоит рассказать о том, что я пережила в своей жизни. И, скорее всего, мне в субботу нужно будет рассказать о том, что происходило. Думаю, ты справишься. И почему я такая? Что случилось? Я же говорю, я думаю, что ты справишься. Я не думаю, что какой-либо психиатр будет себя за это гнобить. Я саму себя не гноблю уже за это. Я понимаю, что частично я уже пережила эту ситуацию. Лишь себя гнобить. Я стараюсь себя любить. Я себя уничтожила за время отношений. Я объективно себя сожгла намертво, и меня дожгли просто полностью. Что мама, что мой молодой человек. Отца, поддержки которой не было. Тяжелые периоды из дислексии. У меня в тот момент как раз началась анорексия, когда я встречалась с этим мальчиком. Потому что он сказал, ну похудей, ты станешь лучше. Блядь. Месяц началась анорексия. Я похудела. Он потом сказал, что это уже не то. Бля. Я весила тогда 48 килограмм. При том, что я ходила в спортзал каждый день. 1,78 м. 1,75 м на тот период. Ну окей. 48 килограмм. Это была чистая мышечная масса. Месячных не было. Я была суха, и у меня не было месячных. Да. Несколько месяцев. Это полгода вообще не было. Пиздец. У меня была зеленоватый оттенок кожи. Меня начало сыпать от того, что организм не выдерживает. И все, что в него попадает, ему не нравится. Меня постоянно тошнило, я постоянно себя ненавидела, я была худая, я была очень худая, я объективно была просто вот такой палкой, у меня было видно каждую кость, ключицу, каждую косточку моего тела было видно, у меня было видно скулы, у меня было очень сухое лицо, тело, но я все равно видела не то, что я хотела. Да, я понимаю, я пережил такой же, у меня был комплекс всю жизнь из-за живота, и ну, конечно, не так тяжело, как тебе, но, наверное, все же было расовое воспитание. И я просто помню, что вот я весил типа 62 с таким же ростом. И ну, я сейчас вешу по 90, то есть разница 28 килограмм, это много. И, в общем, я помню, что я все равно вижу эту полоску, она от меня не уйдет. То есть точно. Я понимаю, что, скорее всего, физиологически ее убрать не выйдет, то есть только операции. Это нормально. Да, это генетика. Девочки, которые могут весить, которые супер худые, они когда складываются, все равно появляются складки, это тело. Да.
Это Ну, просто видишь количество кожа. статуй. Ты видишь, мальчиков модель находился, у которой этой хуйни нет. Ты видишь эти модельные параметры. Ты видишь Вот. эти худые бедра, пробел между ляжками, эти худые ножки, худые икры, эти худые лица, и у тебя появляется комплекс. Особенно, когда тебе постоянно говорят, что у тебя такое модельное личико, к тебе прийти модельное, ты была бы такой отличной моделью, и ты начинаешь загоняться на эту тему, и ты стараешься прийти к состоянию модели. Я сейчас смотрю на те фотки, которые у меня были, у меня вот такой, блядь, пробел между ляжками, у меня вот такие руки, у меня запястье вот это место шире, чем вся рука. При том, что я могу, блядь, поднять своего молодого человека в этот момент, потому что во мне мускулов огромное количество. Это все мышца, там нету жировой прослойки вообще. У меня есть пресс, все красиво, подтянутые бедра, красивая попа, все классно. Но есть один маленький нюанс. У меня психологически разъебано все в говно. Да. Я вижу себя на 20-30 килограмм больше. Я не вижу этих худых ног, которые уже неадекватно худые. Мне уже все вокруг меня говорят: Настя, перестань. Ты начинаешь слушать там комплимент, наоборот. Типа какой-то, типа, наоборот, тебя У подрать. тебя психологическое вот это вот, типа, да, я похудела, да, я похудела, да, я похудела, и ты продолжаешь дальше. Да. Ты сокращаешь количество калорий, потому что 1200-1800 калорий – это норма, а ты ешь меньше, чем на 500. Ты считаешь калории, ты пахаешь в спортзале по несколько часов, ты бегаешь на этой сраной беговой дорожке, ты занимаешься йогой, ты занимаешься стрейчингом, у тебя фитнес, ты постоянно бегаешь, у тебя степ, у тебя огромное количество физических нагрузок, ты параллельно ходишь на тренировки, ты занимаешься учебой, ты стараешься быть идеальной. Но ты не можешь быть идеальной. Ты должна просто полюбить себя, а ты себя ненавидишь. Ладно. Пытаясь достичь нереального идеала, который у тебя в мозгу, но который ты объективно не видишь в зеркале. Я сейчас смотрю на фотографии, которые были в тот период, и когда я была в том возрасте, я вижу, что это болезненный, разбитый ребенок, который не должен столько весить, не должен себя так чувствовать. Я не видела вот этого в зеркале в тот момент. Я не чувствую то, что я была такой худой, но я и была. Это не фотошоп, это не удачный кадр. Это просто адски худое тело, которое нездоровое. Ни психологически, ни физически. Самое интересное, что вот бы еще и родители часто это поддерживают. Моя мама на меня давила тоже психологически в плане веса. Потом она поняла, что это вышло из-под контроля, и сказала, что это все нужно прекращать. Она говорила об этом где-то год. Как раз тот год, когда я пыталась разойтись с парнем. Она знала, что ты пытаешься разойтись. Угу. Была Я против? пыталась расходиться, я расходилась, он возвращался. Боже. Я возвращалась к нему обратно, потому что у меня вокруг больше никого не было. Моя мама меня тогда угнетала за то, что я есть тем, кем я являюсь. Ну ты же и кем ты являешься? То, что мне нравятся женщины, это для нее было табу в тот период. Она считала, что я в тот период в данном мире, по ее психологическому мнению, не выживу с тем, что я являюсь нетрадиционной сексуальной ориентацией. Кто бы знал, что я буду вращаться в сфере искусства, постоянно буду встречаться с такими людьми, и в 21 веке это будет являться нормальным. Как она это узнала? Она залезла в мою переписку. Она взломала все мои соцсети. И нашла там кучу девушек. Не кучу девушек. Она нашла мою девочку в тот момент. У меня была тогда девушка. Она залезла в нашу переписку, и она чекала мои соцсети на протяжении года. Господи, то есть она знала даже о твоем сексе? У меня не было секса в тот момент. О боже. Из-за травмы. То есть ты просто встречалась с человеком? Смотри. Ну да. Как происходила хронология вообще моих отношений в моей жизни? Первый раз я осознала, что я влюбилась, это была моя одноклассница. Дальше, после года, эта девочка до сих пор не в курсе о том, что она мне нравилась очень долго, и она была моей первой осознанной любовью.
на которой я поняла, что какая моя ориентация, кто мне нравится и то, что я в нее влюблена. Дальше появилась моя одногруппница из лицея, которая была моей первой девушкой и за которой меня застала моя мама. То бишь она прочитала переписки, она поняла, что что-то не так. Это как раз был тот период, когда ее должны были оперировать, у нее начался параноидальный депрессивный период. И она начала агрессивно, грубо говоря, а-ля меня защищать, но непонятно от чего. От воздушного змея, грубо говоря. Она решила все это исправить, спихнув меня на мальчика со стрельбы, который только приехал из Донецка, с которым я общалась. Она его не знала лично. Она просто знала, что он существует, то, что я ему нравлюсь. Я жаловалась на тему того, что он ко мне подкатывал. Он подкатывал ко мне как раз полгода, пока я встречалась со своей девочкой. Она меня на него спихнула и давила на меня психологически. Каждую ночь тебя будет в 3 или 2 часа ночи, когда ты уже спишь, и тебе спросонья. Ты переписывалась со своей девушкой? Ты с ней переписывалась, ты с ней хочешь встречаться, ты с ней не должна видеться. И у тебя начинается ночь каждый раз такие же, одинаковые. Каждый день, каждую ночь. Тебя каждый день чекают, и каждую ночь спросонья будет с криками. Тебя в твои 14 пубертатных лет разламывает пополам от этого. И на тебя... Даже взрослый человек разумал. Вот в этом-то и проблема. Ребенок это вообще пиздец. Я была разъебана намертво. И да, я сломалась под психологическим давлением и ушла к своему первому молодому человеку. Потом он физическим и моральным насилием, не только насилием, и красивыми конфетами, и достану тебе звезду с неба, получил бажаное, то бишь меня, в виде красивой игрушки на 2 года.